Итак, давайте разберемся, как работает сетап. Мы видим, что здесь нету position операторов, потому что скрипт сам задает position vertex на edge, ну, position particle на edge. Нужно пикнуть объект, иначе он будет выдавать ошибку. Ну и вот мы видим, что как бы particle как-то движется по эджам. Давайте по параметрам. Ну, velocity, очевидно, скорость. Дальше velocity variation — это вариация этой скорости. Surface offset это некий рандомный отступ от edge, да. То есть он одинаковый для партикла одинаковый на всем протяжении его пути. То есть если партиклов много, то это создает довольно такой интересный паттерн. Так, дальше режим. Давайте я пикну. Здесь вот есть квадратный грид. На нем будет более понятно, что это такое. Так, replace. Вот, но мы видим, что партиклы явно ездят по внутренним эджам, да, то есть потому что TypeFlow, у него нет такого понятия, как полигон. У него есть только face. Face — это то есть как бы полигон состоит из двух фейсов в большинстве случаев. И, соответственно, режим 0, он использует все доступные эджи, в том числе и невидимые. Вот. Но иногда это может быть нужно, иногда нет. Но, например, я вот в данном случае я хотел бы, чтобы они ездили по полигонам, а не по фейсам. Вот. Для этого внутри TypeFlow я там перебирается массив этих эджей и исключаются диагональные эджи, самые длинные, да, то есть некий такой внутренний такой quadrify. И, соответственно, единица — это вот этот quadrified режим, то есть когда внутренний то есть внутри я диагональные эджи исключаю, и, соответственно, они начинают ездить по полигонам. Дальше. Режим 2 — это бордер. То есть это то есть они просто будут ездить по границе, по бордеру этого меша, да, ну, если такое имеется. Вот. А если бордера нет открытого, то, соответственно, они будут, режим этот просто не включится. Они будут также рандомно по фейсам кататься. Вот. Здесь есть, ну, соответственно, если бордеров больше, чем один, они будут все бордеры эти отрабатывать. То есть вот, например, здесь есть некий объект, у которого больше, как бы, и вот они все катаются, отрабатывают все бордеры в объекте. Дальше. Ну, давайте так. Давайте обратно вернемся к нашему исходному плейну с треугольными фейсами. Давайте также вернем один particle. Surface offset в 0 и режим дефолтный 0, чтобы он отрабатывал все эджи. Как мы на это можем вообще повлиять? Давайте, здесь есть некая отладочная информация. Если включить, можно видеть некие эджи кандидаты, которые он рассматривает.
То есть идея такая, что выбирается edge, у него есть vertex 1, vertex 2, и particle движется между ними. Когда он достигает финального как бы вертекса, он смотрит, какие эджи в этот вертекс входят, и выбирает один из них. То есть и фиолетовым показано некое предыдущее направление движения, относительно которого он меряет угол. И просто он совпадает с еще одним кандидатом. То есть здесь всего 1, 2, 3, 4, 5 возможных вариантов, среди которых он произвольно выбирает любой. И, соответственно, это происходит в каждом вертексе. Вот. Но, например, мне не нравятся вот эти вот заломы, скажем так, да, то есть острый угол. Я хочу, чтобы вот эти два эджа были исключены. Для этого, соответственно, давайте я включу рисовалку и нарисую, что значат все эти angle min и angle max. То есть вот предыдущее его направление, да, вот как он летел, точнее ехал вдоль этого эджа. И то есть вот это вот, это и также вот это, как вы могли догадаться, это angle max. То есть если edge попадает внутрь этого диапазона, то, соответственно, он рассчитывается, он считается кандидатом. То, что не вошло, отбрасывается. И давайте вот это соответственно это angle min. Вот. Ну, и искаться в таком случае, если angle min не равен нулю, то поиск будет идти, поиск кандидатов будет идти вот в этих секторах. Соответственно, вот этот вот кандидат, кстати, мы здесь видим, то есть он показывает вот эти вот точки, это возможные, то есть он так показывает эджи кандидаты. Так, и давайте, ну, соответственно, если я хочу только вот эти два эджа, у меня должен быть min-max где-то в районе 60 градусов, да. Давайте, ну, во-первых, давайте скажем angle max, не знаю, 5 градусов. Все, он будет ехать только прямо. То есть 5 градусов это вот очень узенький этот. Он сможет свернуть только на, как бы, только на бордере. Ну, давайте зададим min 55, max 65. И посмотрим, как он будет. Но мы видим, что больше этих некрасивых заломов, острых этих углов больше нет. Дальше. Далее параметр загадочный forward fail probability. Давайте заменим наш объект на квадратный грид. Режим 1, и углы пусть во всех направлениях, от 0 там, до 100, не знаю, 70. И посмотрим, ну, то есть они как бы движутся, хаотично выбирают направление. Давайте выключим отладочную информацию. Но, на мой взгляд, слишком хаотичный паттерн. Мне хочется, чтобы они были попрямее. Вот.
ну, я могу для начала сделать их совсем прямыми, да, то есть поставить angle max, там, не знаю, в 5 градусов. Сетка у нас квадратная, то есть, и, соответственно, вот, они только прямо едут. То есть, но, собственно, fail probability, он как раз, каждая частица генерит рандомное число. Его, кстати, можно увидеть, по-моему, я его пишу куда-то в кастомный канал. Здесь так, каста, господи, все перебрал. Вот, по-моему, рандом. И не знаю, насколько это видно. Так, это не тот рандом. А вот prop. Мы видим, что число это меняется в каждый степ. То есть от 0 до единицы у нас каждый степ симуляции генерится какое-то рандомное число. И, соответственно, если это число попадает в диапазон от 0 до вот этого fail probability, у нас вот эта проверка по углам, она выключается, она, грубо говоря, пропускается. И когда она пропускается, в этот момент как бы particle будет выбирать по рандому любой доступный edge. И, соответственно, давайте зададим какое-то число, и мы видим, что ну, то есть вот этот паттерн мне нравится гораздо больше, он не такой хаотичный, ну, соответственно, уровнем как бы хаоса этого можно, чем больше это число, тем более хаотичный этот будет паттерн. Вот. Дальше. Max Edge Spawn. Давайте пикнем. Здесь есть грид хексагональный. И так, replace. Мы видим, что несмотря на то, что у нас в моде 1, вроде как какая-то там эджи как-то квадрифается, но тем не менее все равно, если смотреть, кинуть на все это дело edit поле, точнее edit mesh, и посмотреть, господи, как же меня это бесит, что вот, что все равно как бы вот такой здесь расклад по эджам, и там у меня достаточно простой этот алгоритм, он просто берет самый длинный edge, и который там, ну, берется два фейса, если они вместе делят как бы самый длинный edge у одного и другого фейса, значит это диагональный edge, его можно удалить, но остаются вот эти. И, соответственно, я сделал простую проверку по длине эджа. То есть, если длина эджа больше, чем какой-то порог, вот этот, то этот партикл просто удаляется. Вот. Я знаю, что здесь длина этого эджа 3,3, потому что я третий раз уже записываю этот туториал. Да, там 3,3 значение. Вот. И, соответственно, я могу вбить здесь этот 3,3. Ну, так как они удаляются, их стало сильно меньше. То есть нужно просто их сделать больше. И также, так, давайте probability пока выключим. Что с углами? Я хочу, здесь угол получается где-то 60 градусов, да. Ну, также давайте от 55 до 65. Так, наоборот. И посмотрим, будут ли они, ну, во-первых, как минимум, они не рождаются на вот этих вот невидимых эджах. Вот. И, как бы, в принципе, катаются, то есть, несмотря на то, что нету там типа полигонов в TypeFlow, можно как-то вот какими-то воркараундами как бы изворачиваться.
Так, что у нас дальше? Дальше у нас некий какой-то velocity blend. Давайте я выключу, и у меня здесь есть пример, где как раз этот velocity blend. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, так, здесь у меня, по-моему, надо выключить. Мы видим, что здесь есть некий force, да, wind, с очень маленьким значением, multiplier 1, там, ну, типа не 100%, 1%, чтобы они не съезжали как бы далеко, а чтобы просто был какой-то velocity не нулевой. И как бы выглядит это все вот так. То есть, так, по-моему, с первой камеры лучше смотреть. То есть мы видим, что они сначала, так как форс у нас, винт наш вниз, они все как бы стекли вниз, потом направо, они все направо. И, ну, потом, как бы, потом налево. Да, то есть каким-то образом можно форсом влиять на как бы то, как выбирается этот маршрут, скажем так. Ну, давайте их чуть меньше сделаем. И я включу отладочную информацию. Так. Найду какой-нибудь партикл, который мне больше всего нравится. Наверное, где-то в начале надо смотреть. Так, velocity 0, да, вот. Давайте посмотрим более пристально на вот этот particle. То есть, если у нас velocity blend, мы знаем, что наша velocity, наша сила, да, то есть здесь сила равно velocity, она направлена вниз. И когда этот velocity blend, вот, то есть вот direction particle ехал туда, то есть давайте чуть-чуть порисуем. Вот он. Вот его направление, относительно которого измеряются все углы, а это, собственно, кандидат, который удовлетворяет условию по углам. Давайте нарисуем наш винт. Он куда-то вниз, да? И, соответственно, blend 0,5 означает, что берется вектор посередине. То есть, как бы, некий бленд между этими двумя векторами. То есть, вот так. И это будет новый вектор, относительно которого измеряются все углы. То есть, вот сейчас мы поставим 0,5. То есть сейчас мы видим, сейчас у него как бы кандидат, который он рассматривает для дальнейшего движения, вот он синеньким показан. То есть ставим 0,5, вот он этот вектор, он маленький, потому что там сложились эти velocity, и то есть он как бы кандидат рассматривает уже вот туда, он будет заворачивать вниз, вниз, вниз. Вот. Ну, собственно, вот для чего этот как бы velocity blend, что можно в систему привнести какую-то velocity, там неважно, ну, в данном случае wind или gravity там, или еще что-то, и как бы они будут как-то это отрабатывать.